Добрый день, дамы и господа, говорит капитан интернет-судна Cripple Peak. А второго пилота не будет. Хочу признаться, лет 7 назад я дико угорал по малобюджетным триллерам. Фильм с подростками в главных ролях и одноголосой озвучкой — это то, как проходили мои выходные. К сожалению, а может быть и к счастью, из них помню только несколько хороших сюжетов, которые не гуглятся. И вот, в 2020 году мне захотелось посмотреть китайский триллер «Последний рейс». Однако на странице этого фильма на одном из сайтов был залит совершенно иной фильм под названием «Рожденный летать». Это подтолкнуло меня на поиск синопсиса, который звучит так. Действия фильма разворачиваются на борту пассажирского самолета, в багажном отсеке которого скрывается древнее и страшное зло. Ну и все, собственно. Этого оказалось достаточно, чтобы остановиться на незваном госте. Ну, полетели тогда. Единственное, что требуется для того, чтобы зло победило, это чтобы хорошие люди были пассивны. На борту рейса Атлантик 686 полно хороших людей и плохих вещей. Ну тогда начнем с этих самых плохих вещей. Эта вещь — обычный пассажир по имени Алан, которого бросила девушка после помолвки, поэтому он и бухает. Эта парочка — обычные статисты, чьи имена нам даже не обязательно знать. Просто запомните, они здесь только для того, чтобы потрахаться в туалете. Это троица — какой-то влиятельный торговец оружием и 2 его охранника. Это троица — агенты, задача которых перевести старинную вазу. Слышь, идиот, мне нужно посрать. Загоревший паренек — ветеран. У него, кстати, есть еще друг, Ща врежу. но они мало чем отличаются, поэтому не будем вдаваться в детали их персонажей. Ну а это учитель географии по имени Боб. Думаю, на перечислении пассажиров данного рейса можно остановиться, так как уже есть достаточно годный состав для полета. Есть и секс, есть и бухарь, есть и военные, и серьезные лица. Рейс не укомплектован, и вы не можете лететь в первом классе. У нас билеты в первый класс. У вас будет обслуживание первого класса. Аэрофлот-мразь. Потому что вот это вот для скота. Знаете, порой возникает чувство, что фильм про самолеты нельзя снять без скандала в аэропорту. Но фильм потихоньку будет выходить на рельсы своего достаточно своеобразного повествования. Спасибо. У меня дочь твоих лет. Вы собираетесь навестить ее? Нет. А вот он уже и разгоняется. Боб Тернер. Аллан. К слову, это какой надо быть сукой, чтобы продать билет в полупустой самолет на неизолированное место? Этому миру хана лет через 10. А если мы прибавим десяточку к году выхода этого фильма и узнаем, что актер, исполняющий роль Боба, является еще и режиссером, то... А ничего, шутки не будет. Хотя ладно, знаете, хотелось, чтобы он забабахал к 2022 году какой-нибудь фильмец про конец света или даже сиквел этого фильма, но он ничего не снимает уже 6 лет, к сожалению. Кстати, агенты на Земле обсуждают эту же актуальную для 2012 года тему. Мир дотянет до 2013 года. Как ты можешь быть таким спокойным, когда ты знаешь, что мы загрузили в самолет? Один раз мы загрузили в Ладу с гнилым дном и грузоподъемностью в 500 килограмм 450 литров воды. Вот тогда было реально страшно за человечество. А тут просто какая-то коробка с антиквариатом. Хотя, судя по этим волнам, в коробке баллон с газом, не иначе. Его нет. Нет. Учителя географии Боба Тернера нет. Да, я знаю. Я предложил ему прилечь там, позади, и уснуть. Возникает вопрос, почему его не пересадили сразу? Наши голубки тем временем хотят посекситься в зале бизнес-класса, но их застукивают. Все нормально? Что это? И ком странностей нарастает. Не знаю, когда самолет летит прямо, а когда поворачивает. Этот свернул. Самолеты постоянно сворачивают. Только не на этом рейсе. Ну, вообще-то, курс меняется часто в подобных погодных условиях, так что нет, сценарист, эту какаху я не съем. Скорее всего, вы правы. Меня это не касается. Его это не касается уже. А вот меня касается. Вот в любой компании есть человек, который вкинет вброс, из-за которого все начнут беспокоиться. Сядьте. Что это? Посмотрите. Хоть бы не томатный сок, хоть бы не томатный сок. Кровь. Дай взглянуть. Это, скорее всего, вино. Сука! Ну какое еще вино-то? Тогда бы уж лучше томатный сок. Боб Тернер пропал. Вы сказали, что он там спал. Где Боб Тернер? По беседе с Бобом мы могли сделать вывод, что сидеть снимал он не в кайф, а тут он прямо распереживался. Почему же так? Давайте-ка взглянем на это под другим углом.
У нас есть два варианта. Первый, что Боб стал одной из первых жертв на этом самолете. Мысленно мы трансформируем вопрос о его месте нахождения в вопрос, кто убил Боба Тернера. Подобный вопрос, но в отношении Лоры Палмер, является основным в сюжете сериала Линча Твин Пикс. Второй вариант. Боб — это убийца на этом судне. Убийца символизирует зло. Где еще персонаж по имени Боб символизирует зло? Правильно, в сериале Twin Peaks. Поскольку на 10 лет вперед, когда произойдет конец света, мы отмотать не можем, отмотаем на 10 лет назад. В 2002 году Линч был сфокусирован на съемке короткометражного кино. Означает ли это, что режиссер, рожденного летать, хочет нам сообщить о том, что конец света — это Линч в коротком метре, и что весь фильм, или по крайней мере это камео, посвящено творчеству Дэвида Линча? Если вы сомневаетесь, то вот вам еще один факт. В имени режиссера данной ленты 7 букв. Кто снял фильм 7? Правильно, Финчер. Я просто их всегда путаю. Тогда подойдем с другой стороны. Бёрнс спустя 7 лет снялся в 2 фильмах о Джее и Молчаливом Бобе. Снова Боб. А если из 2012 отнять 7, то мы получим 2005, что снял Линч в 2005 году. Ничего. Все сходится. Хуйня? Полно. Ну ладно, возможно, Алан просто достаточно добропорядочный и бдительный гражданин. Ты что, используешь очень высокие частоты? Да, они в диапазоне частот. Ты женат, и что ты делаешь, когда твоя жена болтает с подругами по городскому телефону? Why are you gay? Сара, вы что делаете? Я ищу Боба. Боб ведь был таким миниатюрным и мог заныкаться в любой из этих полок. Хотя, признаюсь честно, персонаж Алана вызывает во мне восхищение. Обидно только за то, что его поиски кончает бракованный Маковой. Нихуя себе, блядь. Ты въебал, В это время на Земле пытаются помочь сбитому с пути бройлеру. Ладно, хорошо. Да все там, я думаю, в порядке. Пойду. И вот чем хорош этот фильм. Подобная реплика после всего показанного ранее не вызывает у тебя какой-то злобы на сценарий. Она просто забавна своей непринужденностью. Если мы не начнем поворачивать на север, то в Нью-Йорк мы не прилетим. Нам нужно Нью-Йорк. Ходячий компас снова баламутит воду, из-за чего торговец оружием решает разведать инфу у пилота через своего Борова. Ну и пока Боров в небе узнает одну инфу, Боров на земле узнает другую. Меня с ними нет. Но они получили замену. А кто это был? Новый парень? Иностранец? Господи. Поход к пилоту ожидаемо перерастает в массовое побоище, сдержать которое пытается отважная женщина на стюарте. Если вы сядете, вы получите напитки бесплатно. И вполне успешно, как вы видите. Виски со льдом. Много. И не еби мне мозг. К этому моменту на Земле по вопросу потенциального угона самолета неустановленным лицом в диспетчерскую прибывают люди из спецслужб. Вы можете сказать мне, что происходит? У нас в СИС для таких случаев есть свое выражение. Мы называем это мегапиздец. В небе же один из ветеранов спокойно спускается в багажный отсек, чтобы достать свой нож. И обнаруживает там гору трупов. Вы были правы. Мы изменили курс. Чтобы избежать шторма, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь оставшейся частью пути. Спасибо за то, что путешествуете с Аэрофлотом. У Борова резко начинается приступ. Хотя надо было все-таки взглянуть на билет, прежде чем садиться. Его отравили. Шутить про новичок или не шутить? Кто ты, бля, такой? На кого ты работаешь? Вы знаете, на кого я работаю? Я Стюарт. Ради бога. Блядь, зараз тоже прихуяра, блядь. Я проебу, блядь. Что ты за хуй, блядь? Мне кажется, или они используют просто футаж этого актера для подобных сцен. Один из вас убийца. Все сидят на своих местах. И казалось бы, теперь фильм начинает походить на убийство в воздушном экспрессе. Но неожиданная турбулентность все портит. Во всей этой суматохе Алана и Мучачеса освобождают, и народ стремится в кабину пилота. Попробуйте открыть. Здесь кодовый замок. Боже. Никто не управляет самолетом. Стюардесса всех прогоняет, однако два ветерана, слегка притормозив, таки добегают до кабины пилота и хотят посадить самолет сами. Самолет надо посадить как можно скорее. Но Маковой уже с шокером, а стюардка с пилотским пистолетом. И один из ветеранов кончается. Теперь уже все оказываются связанными, а стюардесса и Маковой вскрывают карты. Их задача — украсть вазу, но без крови не обошлось. Боров оторванул Маковой как лишнюю силу, парочка были случайными свидетелями, а географ был убит, так как не хотел отдавать глобус, которого у него не было, так как он давно его уже пропил. Но еще был другой Стюарт. Кем же он был убит? Что? Ты говоришь о Стюарте.
но я его не трогал. Мистика. В это время на Земле военными готовится операция по сбитию бройлера. Компас очухивается и, не понимая, что делать по квесту, решает скрыть деревянную коробку своей черепной. И пока проходится этот квест, хочу отметить, что в этой коробке ваза за 100 миллионов баксов, которую хотят украсть. Но Маковою вообще наплевать на сохранность, поэтому он просто смотрит, а после решает отвлечься на половые отношения. В это время дед поясняет молодым за миф, согласно которому бог Грома Лей Кунг проиграл бой богу смерти и оказался заточенным в этой вазе. А когда Лей Кунг наконец найдет нужную душу, согласно индейцам майя, наступит конец света. Ну и пока Лю Кенг ищет подходящую душу, на Земле власть берут военные. Мистер Бук, А зачем ты такое имя придумал, Бук? самолет разбился из-за погоды. Вы не сможете это скрыть. И что? Такое происходит на удивление часто. А в небе освобождаются связанные, но Ли Куан Ю уже захватил тело влиятельного гражданина, что приводит к гибели последнего и к переселению в другое тело первого. Самолет будет разорван на куски. Все тела превратятся в ошметки. Их дети останутся сиротами. Я обожаю убивать ни в чем не повинных граждан других стран. Вазе приходит конец, и старейший бог грома полностью высвобождается, а после высвобождается и душа стюардессы. Экшон нарастает, Маковой получает по кумполу. Бля, сука! Это тебе за суку. На Землю приходит информация о том, что истребители отказываются стрелять по самолету. Сам же самолет идет на снижение. За штурвалом оказывается дед, который раскаивается в покупке вазы. Когда мы опустимся достаточно низко, я разобью самолет. Но Маковой против такого исхода и кидается на деда. Я зашел пожелать вам удачи. Мы верим в вас. Ну, дед сдается, но все-таки находит выход из положения. Аллан и стюардесса-блондинка хотят через проводку крашнуть самолет, но Мучачес против. Передай ему, чтобы ставил чайник на огонь. Я скоро буду. Блондинка соединяет провода, и наш бройлер стремится все ниже и ниже. И Лосак тут еще больше походит на Маковое, кстати. Но и Бука просто так не сдается. Вот это лови мою Адина! Статистически говоря, летать по-прежнему самый безопасный способ. Что ж, это был малобюджетный триллер. И он охуенный. По большому счету из минусов скудность сюжета, которая по идее заложена в сценарии, но этот минус перекрывается шикарными репликами. Они подчеркивают отличия персонажей. Они не являются пустышками, как в большинстве подобных фильмов. У них есть свой характер, который как раз раскрывается в диалогах. И этот фильм не претендует на что-то сверхкачественное. В подобных фильмах любят включать драму на момент смерти главных героев, но тут она шутливо прерывается и не скатывается в достаточно клишированную нудятину. И это классно. Актеры же, на мой взгляд, подобраны вполне себе неплохо. И я скажу главное. Если вы не прочь посмотреть малобюджетный триллер, то это отличный кандидат. Многое попросту не вошло в обзор, ибо лучше увидеть самому. Ну и, собственно, вот. С вами был Cripple Pig. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также загляните в описание, где найдете ссылочки на наши соцсети. Мягкой посадки.